Он уничтожил YouTube! И одно из таких зданий было с надписью YouTube. Расскажу вам позже. Всем привет, с вами Блейнар, и это Skibidi Toilet, и снова, да, посмотрим сегодня новые серии с 33 по 35, и также посмотрим еще два разбора новых. Погнали! Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Жестко. Я сразу вижу, что тот колонка огромная, до сих пор бушует. YouTube! Что, простите? YouTube? Там YouTube здание! No! Он уничтожил YouTube! No! Опа, опа. Хрясь, импостер пришел его. Хрясь. Адиос! Ха-ха! Они спасли его, да? Воу! Лайк! Ты должен был уже поставить лайк и написать комментарий. Ну, комментарий можно после просмотра, лайк уже. Так. Что они делают? Оба! Они изобрели пушку, которая освобождает камеры. Не сработало. На гиганта это не мощности маловато, походу, да? Но мне что прикалывает, что пушку так успел передать. Подожди, мне показалось, он там еще что сделал. Он еще лайк успел поставить. Говорит, лайк! Жесть. Беги! Блин, это шикарно, это прикольно, оно развивается, и уже теперь у них есть технологии против этого всего. Блин, это круто! Опять перетягивание каната на сторону этих самых камер и колонок. Да, ух, ё-ё, как же интересно, чем все закончится. Сейчас пойдем разбор смотреть новый, там два новых разбора. Давайте посмотрим. Закончилось все в прошлый раз на появлении радиоменов и радиомена Титана. Кто не помнит или не видел, советую посмотреть мой прошлый ролик с разбором сюжета. Также можно посмотреть еще, если что, у меня разбор этого сюжета, его разбор разбора сюжета, реакция, да, там есть тоже, есть, посмотрите. Начинается 27-я серия с того, как два маленьких камерамена заезжают в какое-то полузаброшенное здание. Скорее всего, это камерамены-разведчики, и маленькие они потому, что надо быть скрытным и пробираться в узкие проходы, такие как вентиляция. Они видят снизу комнату с множеством скибидистов. Те что-то обсуждают между собой, и тут к ним врываются агенты двух видов. Да-да, помним. Одного из разведчиков ловят, но нашего вовремя спасают. Расскажу мою теорию о том, что мы сейчас увидели. Видимо, радиомены очень сильно повлияли на исход битв со скибидистами, и те стали проигрывать. Да так, что по сути им остается только прятаться в подвалах и нежилых зданиях. И кстати, как по мне, очень скучно просто так сидеть и общаться. Намного лучше было бы, если бы они изобрели устройство, которое позволяет им играть. Возможно, они как раз таки план обсуждали. Вот тот самое появление новых технологий ихних. В игры. Например, как телефон у людей. Недавно я заметил на нем очень интересную игру. Чем они будут играть? Головой толпить об телефон. Дыш. Брать телефон такой, да? Хныч. Да? Очевидно, что сейчас агенты пытаются добить оставшихся беглецов, и следующая серия только подтверждает мои догадки. Наш камерамен прогуливается и, видимо, осматривает помещение, где еще могли бы засесть скибидисты. И тут встречается множество больших особей. По всей видимости, их предводитель темный скибидист со шляпой. Они что-то обсуждают, видимо, план контратаки на агентов. И тут они замечают нашего камерамена, но его спасает радиомен Титан, который с легкостью справляется с большим количеством скибидистов лишь при помощи лазера и одного шлепка. Ну мы-то знаем, что потом его захватили, и пока еще, судя по последним сериям, его еще не освободили. Да. Это еще один сильный удар по скибидистам. Даже сложно представить, как они могут выбраться из этого положения и начать уже выигрывать. Мы уже знаем,
Но опять-таки, тут уже опять-таки, ну, это разбор был сделан до выхода вот этой новой технологии, поэтому... Им, очевидно, нужна какая-то очередная разработка, и даже не одна, чтобы противостоять агентам. И в следующих сериях нам начинают их показывать. 29 серия начинается с того, что агенты отдыхают и веселятся в городе. Видимо, битвы в нем уже закончились, а остатки Ты слышишь, туалет. прячутся по подвалам. Мы видим множество уничтоженных скибидистов. Радиомены и камерамены веселятся. Все, кроме больших. Один из них, камерамен, просто наблюдает. Возможно, потому что у него намного меньше свободы воли, чем у других камераменов. А большой радиомен читает книгу, но не обычную, а с изображением первого скибидиста. Скорее всего, он изучает религию скибидистов, которая основана на первом скибидисте, а возможно, это намек на что-то более глобальное. На улице появляется очень странный скибидист, причем никто не увидел, как он появился, практически в упор к агентам, а лишь услышали его звук и обратили на него внимание. По белым глазам и странной речи могу точно сказать, что он разработка ученых скибидистов. Большой радиомен с книгой подходит к нему, не опасаясь, и тут скибидист Флэш, будем его так называть, сносит ему колонку с головы, потом берется за остальных, и им тоже сносит именно голову. Это было жестко. Нашим оператором. Это было жестко, помню. Как вы поняли, это новая разработка скибидистов, чтобы начать одерживать победы над агентами. Скорее всего, это один такой экземпляр, так как сделать подобное очень сложно. Мы сами видим, как скибидист Флэш еле-еле сдерживает свою силу и дергается. Он также хрупкий из-за того, что на нем буквально надеты высокотехнологичные устройства, и надо лишь ударить, и он сломается. Но сделать это с его скоростью очень сложно. Также, почему он ломает именно головы? Скорее всего, потому что камерамены могут передавать информацию, которую не только видят остальные. живые они также стало понятно по прошлым двум сериям, когда сначала появлялись камерамены-разведчики, а потом и остальные агенты. А что насчет радиоменов? Почему он им сносит голову? Дело в том, что скибидисты не любят музыку радиоменов. Тут не только, как бы, я думаю, любой скибидист, любой камерамен, как, в принципе, и скибидист, без головы не может жить, поэтому... Следующая серия начинается с того, что двух камераменов взяли в плен скибидисты. Под ногами у агентов видны... нет, это как раз уже разбор, когда он разбирает же по ходу, судя по всему, да, и вот как раз дошел до момента того. Камеры, которые остались от других агентов. В комнату заходит очень странный скибидист-ученый и цепляет свое новое изобретение к затылку большого камерамена. И тот начинает бить союзника. Да. Это жестко. Очевидно, что скибидисты нашли способ, как обойти то, что камерамены не могут заразиться и стать скибидистами из-за того, что у них нет головы. Эту теорию я рассказывал в первом видео, и видимо, она сбылась. Теперь они научились делать это, и снова могут побеждать в битвах. Кстати, скорее всего, скибидисты долго пробовали заразить камераменов. Это понятно по сломанным агентам, которые разбросаны по комнате. Еще вопросы возникают о скибидисте ученом. Он явно умнее прошлых ученых, которые были нам показаны ранее. Он больше и имеет приспособление в виде руки для создания чего-либо. И я могу с полной уверенностью заявить, что именно он создал скибидиста Флэша. Скорее всего. Технологии на нем и ученом очень похожие. Также понятно, как работает паразит, который завладевает телом камерамена. Мы видим, как он протягивает нечто наподобие проводов к затылку и начинает контролировать тело. Видимо, у агентов главное это все-таки голова. И не зря у скибидистов получилось именно с большим камераменом, потому что, как я говорил ранее, у них меньше развита свобода воли. В следующей серии мы уже видим все последствия, связанные с этой разработкой скибидистов. На агентов начинают нападать не только старые разработки в виде пауков, но и зараженные агенты. Никто не ждал. У скибидистов собралось их уже целая армия. Но что главное я заметил, так это то, что в толпе видны радиомены. Видимо, скибидисты и их научились брать под свой контроль. А скибидистам даже драться не надо, они просто наблюдают, пока агенты будут сражаться друг с другом. В последней серии, вышедшей на данный момент, мы видим, что агенты вовсю сражаются с скибидистами и зараженными агентами. Появляется новый, странный скибидист с двумя лазерами, но не как у Джимена из глаз, а из специальных установок. Тут на помощь агентам пролетает радиомен Титан, но во время сражения на Титана незаметно для него падают два скибидиста-паразита. Жалко это было. И до сих пор не спасли же. Посмотрим, что будет. Уже не лайк, уже уничтожение своих. Бегите, глупцы, как говорится.
Это жестко было, это очень жестко было. Как по мне, все это изначально был план скибидиста ученого для выманивания Титана. Он специально сделал одному из скибидистов лазеры, чтобы на него обратило внимание главные силы агентов. Также ученый догадался, что одного скибидиста-паразита может не хватить, и специально послал двоих. Теперь агенты и скибидисты поменялись местами, и уже агентам надо что-то придумывать, как победить скибидистов. И мне очень интересно, что это будет. А на этом пока все. Если хотите продолжение, то ставьте лайк и пишите комментарий. Обязательно, это уже продолжение есть, если что, мы его сейчас посмотрим. Не будем откладывать в долгий ящик, потому что вот как раз таки это было снято до выхода последних серий, которые мы сегодня посмотрели. И мы-то знаем, что они уже изобрели. Правда, для огромной колонки вот этой не хватает пока, для Титана. Надо что-то помощнее. Как вы помните, прошлый сезон закончился на печальной ноте для агентов. Скибидисты изобрели паразитов. Также скибидистам удалось заразить радиомена Титана, который являлся главной боевой мощью агентов. Почему главный? Подожди, там же был еще один. Почему? По-моему, был еще крупнее, который с пальца стрелял. Даже помню в конце. Это же был другой. Так давайте же взглянем, что агенты противопоставят на это. Первая серия сезона начинается ночью. Агенты прячутся на крышах за укрытиями и явно скрываются от чего-то. Возможно, ждут подкрепления. Тут к месту начинают подлетать колонки радиоменов. Но их сбивает радиомен Титан. Нам показывают, что он находится под контролем скибидистов и очень сильно мешает агентам начать что-нибудь предпринимать или хотя бы отбиваться. Далее мы видим Джимена. Нам его давно не показывали. Если быть точным, то последнее его появление было больше 10 серий назад, в 22 серии. В той серии его пытались сменить. Также потом по сюжету сразу же появились радиомены. Возможно, он и перестал появляться, так как появилась реальная возможность быть уничтоженным. А он как-никак является одним из главных скибидистов. Так что я делаю теорию, что он где-то отсиживался и выждал момента для контратаки. Далее мы видим, как Джимен уничтожает не просто агентов, как было до этого, а уже целые здания. И одно из таких зданий было с надписью YouTube. Расскажу вам позже. Это уже, скорее всего, как раз таки на тот прикол, что они что по факту скибидит захватили тренды Ютуба. Возможно, поэтому это такая вот ирония. Что это значило и какие у этого могли быть заложенные смыслы? В конце эпизода нам показывают новый вид скибидиста, а именно некий гибрид скибидиста и радиомена. Подожди, а почему вот этого чела я не увидел? Стоп, этого чела я не увидел. Почему именно радиомена? Я это вычислил по одежде агента. Она полностью совпадает с большой версией радиомена. Данный скибидист имеет сверху устройство, напоминающее сирену. Возможно, она ему нужна для передачи команд другим скибидистам. Как-то я невнимательно смотрел, или его там, или что, или еще что-то было. И не зря, он в первый раз появился около Джимена. Наверняка на его команды он передает всем остальным. Скибидист Сирена, будем его так называть, умеет быстро бегать и забираться на здания, что нам и показывают в конце серии. Не, подожди, этого не было. Подожди, а как этого не было? Мы смотрели вроде на новые серии, там не было этого. Моя теория заключается в том, что это не просто гибрид, а полностью зараженное тело агента, паразитом, скибидистом, что спустя долго... И как, что туалет вокруг тела вырос? Тут непонятно, на самом деле, как это все получилось, но... Плюс он, кстати, полусломанный туалет. Время агенты под их контролем могут превратиться в это, а может, в другие формы. В описании эпизода написано «Скибиди туалеты доминируют». Это очень хорошо описано в описании эпизода. Это 33-й? Почему я этого не увидел? Написано «Скибиди туалеты доминируют». Ну, не увидел вот этого чела. Это очень хорошо описывает, что сейчас происходит в городе. После изобретения паразитов агентам надо что-то придумать. Давайте же я расскажу вам о том, почему Джиман уничтожает здание с надписью YouTube. Тут есть множество смыслов. Самые банальные и легкие. Скибиди туалеты буквально уничтожают тренды YouTube своей Это как я и сказал, собственно говоря. популярностью. И данный момент является некой отсылкой на это. А более сложный смысл заключается в давней теории, которую писали в комментариях и описывали видео с самых первых серий. Она гласит, что Дафак, создатель Skibidi Tile, своим сериалом делает пародию на то, как вирусный контент уничтожает YouTube. YouTube это город, в то время как камерамены и радиомены это зрители, которые выступают за качественный контент. Я больше приверженец именно первого варианта, про взрыв трендов. Перейдем к следующей серии. В ней агент забегает в пустое здание, и как мы видим, он убегал от камерамена под контролем паразита. Но все это оказывается ловушкой. Его хватают другие камерамены и вырывают паразита. Он пытается бежать. Лайк.
А теперь разберем, что же нам показали и почему данная серия является очень важной. Начнем с того, что нам показывают, что если убрать паразита, агент станет нормальным. Далее, не зря Радиомен схватил паразита, не убивая его. Мы видим в комнате какое-то научное оборудование и тех самых камераменов-ученых в белой униформе. Нам их показывали в серии, где чинили первого Титана. Я веду к тому, что агенты сейчас начнут изучать паразитов и найдут способ с ними бороться. Поэтому эта серия является переломной. Нашли. Именно после нее агенты начнут противостоять той самой доминации скибидистов. И в следующей серии мы это видим. Да. Ученые смогли создать устройство, с помощью которого можно уничтожить скибидистов-паразитов, не вредя агенту. Оно довольно мощное, и одного залпа хватает, чтобы обезвредить маленькую толпу. Но не тут Титана. На лабораторию нападают Джимен и Титан Радиомен. Выстрелив из нового изобретения, никакого эффекта не последовало. Скорее всего, не хватило мощности, потому что, как мы помним, паразит скибидисту Титана довольно огромный. Ученый перед смертью успел передать пушку, и ее смогли спасти от уничтожения. Да. Так и было. Очень поражает то, что Джимен и Титан объединились и сражаются бок о бок. По одному они были очень сильны, но вместе представляют собой неостановимую силу. Да. Я придумал теорию, как их двоих смогут победить. Помните, Титана Камерамена? Неизвестно, где он сейчас находится, но как по мне, он улучшается для противостояния Джимену и Титану Радиомену одновременно. Блин, ему скорее всего приделают вот эту пушку и сделать ее мощнее. Скорее всего. Возможно, технологию пушки для обезвреживания паразитов дадут именно ему, и таким образом улучшат его. Потом дело будет малым. Заманить двоих и незаметно обезвредить паразита Титана Радиомена. Блин, по идее, оно должно убивать любых, нет? Хотя нет, технологических, как минимум. Оно технологию сжигает. Хотя как оно камере не влияет, там же тоже технология. То есть... Они вдвоем смогут победить Джимена. Возможно, оно уничтожит как конкретно радиочастоты какие-то там, которые используют. Если так будет, то агенты наконец начнут побеждать. Но как видно, Джимен очень пристально наблюдает за Титаном и, возможно, уже что-нибудь придумал. Судя по прошлому сражению с Титаном, у него есть козырь в рукаве. А на этом все. Если хотите... Ой, блин, на самом деле реально все это развивается как вселенная целая. Это интересно. Это интересно. Да, это все так же чуть-чуть кринжово, но все время, но все равно этот сюжет развивается, это интересненько становится, прям как сериал какой-то смотришь, реально полноценный. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик обязательно, да. Будем ждать новые серии, новые разборы и тому подобное. А пока, всем спасибо, всем пока.